С самого первого дня, с самого своего зарождения футбол был агентом продвижения национальности. Во все времена эта игра являлась и продолжает являться площадкой для национальных репрезентаций. На языке футбола может выразиться любая страна и любой народ. Эти слова и умозаключения принадлежат моим коллегам, американским и европейским ученым. И надо сказать, не согласиться с ними очень легко, тем более в наши дни, когда зачастую национальный менталитет вымывается силами мультикультуры, и потому его следы в клубном футболе уже можно и не искать. Что же касается сборных, то здесь тоже далеко не каждый уже образец сгодится для анализа на предмет национального менталитета. А что насчет тех, у кого вообще нет ни своего клубного чемпионата, ни своей сборной, но свой футбол, своя команда, свои чемпионы и свои легенды есть и были? Сегодня поговорим об особенностях национального осетинского футбола, проследим историю его становления и развития, а также взвесим вклад этого народа в российский, грузинский, советский и европейский футбол. Калоев, Загоев, Алания, Газаев, вот Костимарал, чемпионство. Погнали! В этом видео постараемся слишком уж сильно в этнологию не впадать, и поэтому не будем пытаться разобраться в до сих пор, скажем так, не до конца закрытом вопросе происхождения осетин. Версий есть много, но вроде как принято считать, что осетины – это ираноязычный этнос, который сформировался на Кавказе при смешении, опять же, ираноязычных племен – скифов, сарматов и аланов. Интересно, что при крещении примерно в одно время с Русью, даже чуть раньше, в 916 году, осетины не стали народом с единой религиозной идентичностью. Несмотря на то, что большинство считают себя христианами православного толка, есть среди осетин и мусульмане. Однако, помимо ислама и православия, среди осетин также сильны влияния традиционных национальных вероисповеданий, которые были актуальны еще до принятия христианства. И это очень нетипичный для всего Кавказа в целом факт. Во всех соседних с осетинами республиках характерна строгая приверженность к одной из религий. Соседи внутри Российской Федерации, Ингушетия, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария везде исповедуют ислам. Еще одни соседи – грузины, христианство. А осетины – и то, и другое, и еще и третье, которого нет больше ни у кого. Впрочем, выбиваться из общего ряда для осетин – самое привычное дело. Вы наверняка видели или представляете себе картину с каким-нибудь кавказцем-джигитом, который с рогом в руках стоит и рассказывает тост или даже произносит молитву. 8 из 10 опрошенных предположат, что кавказец этот по национальности грузин, а напиток внутри рога – вино. 9 затруднится ответить, и только 10 в гордом одиночестве окажется тем единственным красавчиком, который знает, что кавказцем, который пьет из рога, вполне может быть и осетин, а напитком внутри рога может быть и не вино, а пиво, которое осетины с большой охотой варят с незапамятных времен. Изготовление пива для осетин является национальной традицией, поэтому его варят даже в домашних условиях. Не знаю, на этом ли основана гипотеза о родстве осетин с древнегерманскими племенами или нет, но знаю, что и такая гипотеза существует. И также знаю, что никто на Кавказе, кроме осетин, пиво больше не варит. Короче говоря, осетины – это кавказцы с целым рядом уникальных традиций, которые не похожи на традиции соседей, что делает их немножечко нетипичными кавказцами. Не хуже, не лучше, а просто нетипичными, или необычными. И да, всего в мире их проживает около 700 тысяч, что довольно мало. Это немногим больше, чем население одного Ярославля. И это меньше, чем общая численность чеченцев, ингушей, дагестанцев, кабардинцев или тех же грузин. Кстати, именно от последних, от грузин, произошли этнонимы Осетия и осетин. Сами же осетины называют себя ирон. В составе Российской империи осетины с 1774 года. Через 138 лет, в 1912 в Стокгольме пройдут летние Олимпийские игры, на которых Российская империя впервые представит свою сборную по футболу. В заявку войдут 17 игроков, представлявших 9 клубов Москвы, Санкт-Петербурга и Орехово-Зуева. Ни одного осетина в составе не окажется, да и взяться им в нем тогда было неоткуда. Во Владикавказе не было ни одного футбольного клуба.
Однако молва о появлении сборной и о первых ее товарищеских играх в рамках подготовки к Олимпийским играм пошла по всей империи и быстро добралась до ее юга. В том же 912 году во Владикавказе уже играли в футбол. Терские ведомости от 12 июня напишут: на артиллерийском манеже, недалеко от епархиального училища, уже несколько дней проходит игра в футбол. Организаторы – группа местной интеллигентной молодежи. Приветствуем этот здоровый и полезный спорт. Спустя 3 года, в 1915 в журнале «Досуг Владикавказа» был опубликован отчет, в котором описывается игра между командой кадетского корпуса и уже существовавшей сборной Владикавказа. 25 марта – день как нарочно для футбола. Не жарко и не холодно, по временам легкий, чуть заметный ветерок. Публика осаждала трамваи, и к 12 часам на Кадетском плацу собралось достаточно народу. Ровно в 13 часов появились на поле обе команды. Кадеты в белом, городская команда черная с белым. По свистку рефери начали игру. Первый гол в ворота СКГ был забит центральным форвардом Шаховцовым, второй инсайдом Шираем. К сожалению, благодаря свалке около ворот, кадет, левый хавбек корпуса, забил гол в свои же собственные ворота. Почему-то этот гол был засчитан. Польза футбола несомненна. Конечно, если им не увлекаться и играть умеренно. О как! Поняли? Чрезмерное употребление футбола вредит вашему здоровью. После 22 часов футбол не продается. 28 июня 1914 года в Боснии сербский националист Гаврила Принцип убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Причем здесь осетины и их футбол? Все очень просто. Началась Первая мировая война, в которой Российская империя была членом образованного ранее военного блока Антанта, где главными союзниками были Франция и Великобритания. И вот как раз в период размещения британских войск в составе союзной коалиции на юге России осетины смогли узнать о футболе немножечко больше. В 916 году с упомянутой уже ранее сборной Владикавказа английские военнослужащие провели футбольный матч. Вот что об этой встрече писали газеты. 31 мая 1916 во Владикавказ прибыло подразделение английских военнослужащих. Горожане встретили их восторженно, с цветами и улыбками. Разместившись в кадетском корпусе, они сперва пообедали, потом немного поиграли в футбол. 5 июня англичане вызвали на товарищеский матч сборную Владикавказа. Матч состоялся на городском треке. Хозяева уступали родоначальникам футбола по всем компонентам игры, и результат получился для них более чем плачевным – 0-14. Первую серьезную для себя проверку осетинский футбол не прошел. В год, когда на севере страны худо-бедно, но уже умели играть в футбол, южане, то есть осетины, те самые, что с малых лет, подобно спартанцам, впитывают в себе дух постоянного, вездесущего соперничества со сверстниками, те самые, что на всю империю известны своим непоколебимым характером, храбростью в воинском деле, ловкостью в охоте и страстью в танцах, все еще не умели играть в футбол. Через год Россию потрясут 2 революции и начнется одна гражданская война. Какое-то время всем не до футбола. Тем не менее, у власти окажутся большевики, а все большевики – это коммунисты. Так, путь во Владикавказ был заказан 2 молодым британским коммунистам Армстронгу и Кэмпбеллу. Причем заказан уже не в первый раз. В годы мировой войны они уже были на Российском Кавказе. Это на их глазах осетины тогда получили те самые 14 безответных мечей от солдат. А теперь, спустя 5 лет, в 1921 они снова вернулись, но теперь уже в другом амплуа и с другой миссией. Они привезли с собой план по улучшению и модернизации Владикавказа. В числе прочего, ими было предложено основать в черте города спортивный центр красной молодежи, где главным видом спорта должен был быть провозглашен именно футбол. Так на свет появился футбольный клуб «Юнитас». Изначально было выбрано название «Юнит», но чиновники потребовали добавить к названию буквы «А» и «С», чтобы звучало более пролетарски. В любом случае, имени «Юнитас» было отведено немного. Клуб переименовывали неоднократно. Но главный факт состоит в том, что «Юнитас» — это такой покемон, который впоследствии эволюционирует в известную всем Аланию, ну или в Спартак Аланию.
Другими словами, не будет ошибкой заявление, что футбольный клуб «Алания» во Владикавказе основали англичане. В этот же период, с 19 по 21 год, во Владикавказе жил еще не написавший «Мастер и Маргариту» Михаил Булгаков. Зато в честь основания будущей Алании Михаил Афанасьевич запись оставил сразу. Дело в том, что Армстронг и Кэмпбелл жили буквально по соседству, и Булгаков часто посещал спортивные мероприятия, проводимые британскими коммунистами. В день основания клуба в их доме Булгаков вывел на стене надпись: «В этом городе основан футбольный клуб, которому уготовано славное будущее. 1921». Тем не менее, до славного будущего еще только предстояло добраться. Осетины под английским началом довольно быстро смогли окрепнуть и превратиться в региональную силу. Юнитас побеждал на клубном уровне, а сборная, осетинская сборная, в 1932 в финале спартакиады Северного Кавказа со счетом 4:0 обыграла сборную Дагестана. Интересно, кстати, почему сейчас нет такого турнира? Хотели бы вы возрождения таких региональных соревнований в России? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу и кто бы из северокавказских республик затащил такой турнир сегодня. Но вернемся. Осетинский футбол стал чуть ли не доминировать в регионе. Однако, когда дело доходило до товарок с командами из более обученной Москвы, причем даже на своем поле, тогда осетинское отставание в классе по-прежнему было ощутимым. Например, обычным делом для владикавказцев было уступить условному пищевику. Это, кстати, будущий московский «Спартак» с хоккейным счетом 2:6. Иными словами, какого-то особого или грандиозного успеха в футболе осетины в довоенное время не сыскали. А после Великой Отечественной и вовсе откатились в своем футбольном развитии еще на десяток лет назад. При этом Юнитас, который назывался уже по-другому, но еще не Аланией, перестал быть единственным центром клубного футбола в республике. Появились и другие команды, например, «Металлург». Но и «Металлург», и все остальные команды Осетии к середине 20 века заметно уступали соперникам. Многие уже тогда приглашали игроков из крупных футбольных центров Советского Союза. Начиная с 50-х годов некоторым футболистам других регионов уже начали платить зарплату, ну или, как сейчас принято говорить, премки, в то время как у осетинских товарищей-спортсменов не было не только этого, но и не было даже гарантий, что на игру вообще, в принципе, отпустят с работы. В таких условиях не заставил себя ждать момент, когда лучшие осетинские игроки стали появляться в составах советских команд не из Осетии, которых стало две – Северная и Южная. Последняя стала автономией в составе Грузинской ССР. Именно грузинская столица на долгие годы превратилась для осетинского футбола в новый центр притяжения. Не один десяток лет и не одно поколение лучшие, ну или одни из лучших осетинских футболистов блистали в составе тбилисского «Динамо», с которым становились настоящими звездами, сначала союзного масштаба, а затем и вовсе европейского, а значит и мирового. Конечно, были осетины в союзном первенстве и в других командах. Например, Казбек Туаев блистал за бакинский «Нефчи». Но все-таки настоящими звездами экстра-класса осетины в ту пору становились именно в Тбилиси. Заур Калоев с 16 мячами в 59-м и с 20 в 60-м стал здесь лучшим бомбардиром СССР. Это первый и в итоге единственный осетин, которому удалось это сделать. Валерий Газаев имел шансы это повторить, но все-таки нет. Отличительной чертой Заура Калоева являлась феноменальная игра головой. Эффективность его завершений на втором этаже была сопоставима с эффективностью штрафных Жунинью Пернамбукана. Не исключено, что Калоев выпрыгивал выше и зависал в воздухе дольше, чем Роналду. Я не шучу, я серьезно. Калоев был читером в этом компоненте игры. Просто в его пору подобное не измеряли. Зато вполне себе в ту пору могли подсчитать. Говорят, за одну тренировку «Динамо» на золотую голову советского футбола совершалось аж до 500 подач. А кто же эти подачи на Калоева выполнял? Львиная доля приходилась на душу Михаила Месхи, одного из лучших, а может быть и лучшего вингера в истории грузинского футбола. Его связка с одним из лучших, а может быть и лучшим центральным форвардом в истории осетинского футбола была просто убийственной. Месхи разбирался на своем фланге при помощи взрывной скорости и авторских финтов. Далее в ход шла волшебная левая нога грузина. Ей он навешивал на Калоева, который в худшем случае окажется первым на мяче, а в идеале просто одним касанием головы замкнет мяч в сетку. Но тбилисцы отвечают молниеносной атакой.
Заур Калоев головой забивает гол. Тысячи раз они повторяли это на тренировках. Десятки раз это проходило в официальных матчах «Динамо Тбилиси». Сам Калоев свои взаимодействия с Месхи описывал так: «Набросит мне мяч, как лассо на шею мустангу, навесит его так, что к нему как хочешь подойдешь и что хочешь с ним сделаешь». Но проблема Калоева была в том, что он немного опередил время. В его годы в советской системе подготовки было принято считать, что мяч должен находиться внизу, потому что именно внизу ногами его проще контролировать, проще, чем в воздухе. Поэтому нигде, кроме Тбилиси, в такой футбол в атаке не играли. Нигде, включая сборную СССР, в которую одновременно вызывались и Калоев, и Месхи. Вот только Месхи играл, а Калоев преимущественно сидел на скамейке запасных. Совсем не вызывать лучшего бомбардира страны Гавриил Качалин не мог, но ставить его в состав упорно не хотел. Калоев был для него не формат. Со скамейки запасных Заур наблюдал финал чемпионата Европы 1960-го СССР-Югославия. На его глазах на 113-й минуте матча Месхи снова растерзал фланг балканской обороны. Но на этот раз вместо типичного для качалинской сборной прострела низом вдоль ворот взял да и сыграл на рефлексах и сделал то, что привык делать в клубе. Навесил на Калоева. Ну, как будто на Калоева. На самом же деле, выигравшего у него конкуренцию в сборной Виктора Понедельника. Мяч получает Михаил Месхи. Он обыгрывает защитника. Точно навес на ворота. И Понедельник головой забивает второй гол. Решающий гол, принесший нашей команде Кубок Европы. Последнему тоже надо отдать должное. Не растерялся и замкнул по-калоевски. Хладнокровно. И вот вроде и обидно должно быть за Заура. Но, с другой стороны, это был золотой гол сборной в финале Евро. Когда еще с нами такое будет? Да и очевидно совершенно, не будь в истории советского футбола Осетина Калоева, вряд ли бы грузин Месхи сделал ту подачу в финале. Он бы просто о таком не подумал. Он бы просто прострелил вдоль ворот. Но вернемся к Калоеву и его расцвету в Тбилиси. В 1964-м грузинскую команду возглавил Гавриил Качалин. При этом тренере успехи Калоева ожидаемо сошли на нет. Он мало играл и все реже радовал публику голами. Это был его последний сезон не только в «Динамо», но и в футболе в принципе. Зато дебютным он стал для защитника Гурама Цхавребова, новой осетинской звезды Тбилиси. С ним в составе динамовцы впервые в истории стали чемпионами СССР, а сам Цхавребов и завершивший Калоев первыми осетинами-чемпионами. И это уже прям серьезный успех для любого народа огромного СССР, и тем более для столь малочисленного, как осетинский. Полагаю, на плодах именно этого успеха и этой славы осетин из «Динамо» в футболе осетинских автономий в 60-х наконец-то стали намечаться позитивные сдвиги. В это десятилетие они наконец презентуют Союзу свой окончательно сформировавшийся к этому времени стиль. Стиль ведения игры по-осетински – это когда ты очень агрессивно лезешь в атаку, когда не всегда вспоминаешь об обороне, но никогда не забываешь о зрелище и об удовольствии для тех, кто смотрит твою игру. В 69-м «Спартак», это который станет Аланией, и Орджоникидзе, который станет обратно Владикавказом, довольно куражно и, опять же, в своем уже сформировавшемся, но еще неузнаваемом всеми стиле выиграл первую лигу СССР и впервые в своей истории поднялся в союзную элиту. Это было историческое для осетин событие. Значимость успеха усиливал тот факт, что команда Андрея Зазроева стала первой среди автономных республик, кому покорился выход в вышку. Ваши планы на игру? На сегодняшнюю? Нас ничего не устраивает, мы должны выиграть обязательно. Только победа нас устраивает. Ничего ни в коем случае. В ту пору было модно перевыполнять план. Так вот, пожалуй, в советском футболе осетины его перевыполнили еще в 60-х. Да так перевыполнили, что дальше решили немножечко как будто бы отдохнуть. Закрепиться в высшей лиге СССР владикавказцам не удалось, хотя сезончик они выдали нетфликсовский. Потом были первая лига и даже вылеты из нее, но сильно грустить осетинскому болельщику не приходилось. Болеть было за кого. Как обычно, в «Динамо Тбилиси». Вообще, клуб во все десятилетия советской эпохи стремился к формированию состава именно из грузинских игроков, но с небольшим, но как будто бы обязательным осетинским вкраплением в заявку. Юрий Семин как-то шутил, что, мол, нет трофеев без грузина у Лока. Нечто подобное можно сказать и о «Динамо Тбилиси» без осетин. Они всегда должны были быть. И тогда все работало.
В начале 70-х в команде оказались осетины Владимир Гуцаев и Шота Хинчегашвили. Кстати, для тех, кто может быть в курсе, что на Швили заканчиваются грузинские, а не осетинские фамилии, и сейчас удивился осетину Хинчегашвили, так-то вы правы, конечно. Но есть осетины и с грузинскими окончаниями фамилий. Особенно много их было раньше. Впрочем, есть и обратные примеры. Например, фамилия упомянутого ранее Схавребова имеет явно грузинский корень «сховреб» – «жизнь». Но по форме своей она не грузинская, а осетинская. В общем, в истории осетино-грузинских отношений очень много сложных переплетений и взаимодополнений. И футбол стал одной из лучших для этого витрин. Политику оставим в стороне. Игровая философия грузин была явно близка с осетинской. Делать все, чтобы нравиться зрителю. Поэтому Хинчегашвили и Гуцаев легко смогли стать в «Динамо» очередной партией осетинских суперзвезд. Первый стал одним из лучших защитников в истории клуба. А второй... Но я даже не знаю, с кем бы сравнить из современных, чтобы понимать масштаб легендарности этого футболиста. Гуцаев умел с мячом все. Вооруженный до шнурков финтами, он в одиночку мог разорвать все оборонительные редуты любого соперника. На рубеже 70-х-80-х годов от его действий пострадала уже половина Европы, где динамовцы уже не один сезон вынашивали идею забрать Еврокубок в Тбилиси. 13 мая 1981 года они осуществили задуманное, выиграв Кубок обладателей кубков. В Дюссельдорфе был бит Карл Цейс со счетом 2-1, один из голов на счету Гуцаева. Эта победа, разумеется, по сей день остается главным достижением клубного грузинского футбола, и представить ее без праймового Гуцаева очень сложно. Он внес просто огромнейший вклад в этот успех, и не только голами в финале, полуфинале и в четвертьфинале. Он был настоящим лидером и символом той победной эпохи «Динамо», и он являлся буквально олицетворением того футбола, с которым хотели ассоциироваться грузины. Через 4 года уже другой осетинский футболист не выиграет этот турнир Кубок Кубков, но станет лучшим бомбардиром этого турнира. Речь о Валерии Газаеве, забившем в сезоне 84-85 5 голов за «Динамо». Правда, не тбилисская, а московская. За тбилисское, впрочем, как подобало осетину, Валерий Газаев тоже поиграл. Правда, приезжал он туда уже в статусе всесоюзной звезды, завершать свою уже состоявшуюся карьеру игрока. Помимо Газаева, в тот год за команду играли еще 5 осетин. Владимир Гуцаев, Бахва Тедеев, Заза Калоев, Заза Илоев, Инал Джиоев и Ахсар Бекоев. Столько осетин иной раз не было даже в составе Алании в новейшей ее истории. Но вернемся в 86 год. Газаев провел за Тбилиси полсезона, завершил там карьеру игрока и в тот же год начал карьеру тренерскую. А это уже другая глава в истории осетинского футбола. С распадом СССР все бывшие союзные республики и автономии принялись писать свои истории чуть ли не заново. Но, как и любой другой кризис, этот повлек за собой кому-то разрушение, а кому-то новые возможности. Осетинский народ оказался разделен на две страны – Россию и Грузию, в составе которых остались Северная и Южная Осетии соответственно. А осетинский футбол в широком значении переехал из Тбилиси обратно во Владикавказ. Здесь открылись те самые новые возможности. Местный клуб «Спартак Алания» получил путевку в первый розыгрыш высшей лиги уже российского футбола и сразу же завоевал там серебряные медали 92, повлекшие за собой дебют осетинской команды в Еврокубках. В 1994 году президентом Республики Северная Осетия стал Ахсарбек Галазов. Позже его будут называть самым футбольным президентом. Это при нем в «Спартак Алании» главным тренером будет назначен Валерий Газаев. В это же время в свободных рыночных отношениях молодой страны Россия формировались процессы, благодаря которым Северная Осетия становилась центром алкогольного производства в стране. В стране, только что пережившей сухой закон Горбачева, на прилавках вдруг появляется доступная всем водка. Вы понимаете, что за бум-эффект все это имело. К 94-му, после отмены в Ельцинской России госмонополии на производство и продажу алкоголя, в Северной Осетии функционировало более 200 гигантских, больших, средних и малых предприятий, от огромных заводов до частных домов. Вся производимая там водка расходилась по всей России,
от центральных регионов до Дальнего Востока. По слухам, обожавший футбол президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов делал предложение всем местным алкогольным магнатам поддерживать футбольный клуб «Спартак Аланию». Это были такие предложения, где отказа среди вариантов ответа не было. Нет никаких и близко точных данных о том, каким был бюджет владикавказцев в середине 90-х. Но есть общепринятое мнение, что «Спартак Алания» являлся в ту пору самым богатым клубом в России. Этими выводами и рассказами о водке я нисколько не пытаюсь обесценить достижения осетинского народа в футболе. Когда я говорю, предполагаю, что Алания была самой богатой командой с самыми большими возможностями, я не имею в виду, что из-за этого она что-то там себе покупала, трофеи, судей. Нет. К 90-м годам у осетин и так уже было сформировано молодое и способное на многое поколение игроков, с которыми работал, как мы все знаем, очень сильный тренер Газаев. Этого было достаточно для того, чтобы иметь прекрасную самобытную команду, играющую в атакующий футбол. Но достаточно ли этого было для того, чтобы на длительном отрезке бороться за чемпионство и прерывать гегемонию столичного «Спартака», который как раз в сезоне 95-96, на секундочку, выиграл 6 из 6 матчей группового этапа Лиги чемпионов? Это большой вопрос. Так или иначе, какие источники финансирования за «Спартак Алании» бы не стояли, но команда показывала при этом реально такой футбол, в который и принято влюбляться мальчишкам. Да еще и кавказским. Дерзкий, резкий, много обыгрыша, много риска, много красоты. Неудивительно, что владикавказцы 8 раз в истории забирали титул самой посещаемой команды России. В 95-м она стала чемпионом за тур до финиша. Но дома в последнем туре полагалось обмыть трофей еще одной триумфальной победой. Однако с ней тогда не срослось. Безголевая ничья, которая, впрочем, не в силах испортить праздник. Осетинская команда, однажды ставшая первой представительницей автономии в СССР, теперь становится первым нестоличным чемпионом России. Интересно, что это был первый сезон после перехода на современную систему распределения очков, когда за победу дают 3, а не 2 очка. Это настолько динозавровые времена, что, вдумайтесь, официальным названием российской лиги было «Стиморол Чемпионат России». Найдите золотую подушечку в пачке «Стиморол» без сахара! А если вы не алды и не в курсе, то «Стиморол» убивает всякие запахи, включая запах водки. Чемпионство в «Стиморол» Чемпионат России не могло пахнуть по определению. Точка. Кстати, лучшим бомбардиром в составе владикавказцев в чемпионском сезоне стал Михаил Кавелашвили. На этот раз Швили пусть вас в заблуждение не вводит. Михаил Кавелашвили не просто грузин. Это президент Грузии прямо сейчас. А тогда он был одним из примеров нового веяния моды. Теперь грузинам было весьма престижно заиграть во Владикавказе. Почти как в советское время осетинам в Тбилиси. Только теперь наоборот. Димитрадзе, Тетрадзе, Шеля, Ашветия и еще очень большой ряд грузинских игроков начинали или продолжали свой путь в российском футболе именно в составе Алании. Помимо действующего президента Грузии, за Аланию выступал еще один грузинский президент, только президент Федерации футбола Леван Кабиашвили. Но закрепиться в лидерах российского футбола надолго у осетинского клуба не вышло. Хотя такой шанс, мне кажется, имелся. Алания не стала историей про один сезон. Все-таки помимо чемпионства еще дважды было серебро, но начиная с 1997 года Алания выпадает из числа претендентов на золото. И с каждым новым сезоном дела у команды становились только хуже. А новые президенты и главы республик уже не так сильно любили футбол. Как вы уже наверняка знаете, клуб, которому Булгаков пророчил славное будущее, пережил максимально тяжелые времена. Да, были всплески, вспышки и надежды, такие как финал Кубка России 2011 или полуфинал 2022 от команды, водившей хороводы при стандартах, которая, конечно же, тоже нравилась зрителю и тоже влюбляла в себя мальчишек. Но все-таки это не та высота, покорением которой или нахождением на которой осетины могли бы сегодня гордиться, с учетом прожитых славных времен. Но, вне всяких сомнений, осетины настолько футбольный народ, что даже во времена серьезных кризисов и застоев внутри своего футбола они будут появляться и сиять вовне.
Возможно ли представить победу ЦСКА в Кубке УЕФА 2005 без Газаева на бровке? А успех сборной на чемпионате мира 2018 без Станислава Черчесова, выпустившего Дзагоева, который сделал голевую, затащившую сборную в серию пенальти с хорватами, можете? Минусните осетин из этих историй, и я не уверен, что у российского футбола был бы этот Еврокубок или этот четвертьфинал. Помимо Дзагоева, которого лично я считаю одним из лучших полузащитников ЦСКА вообще всех времен, в новейшей истории в российском футболе было столько осетинских имен, что никакого источника не хватит, чтобы прям вот никого не забыть. Я сейчас вам короткий фрагментик из списка зачитаю, а вы поохайте и поахайте в духе «Блин, точно, был же такой», ну или «Есть такой». Без временной хронологии, все подряд, поехали. Сослан Джанаев, Илья Абаев, Виталий Гудиев, Георгий Габулов, Владимир Габулов, Станислав Аккадцев, Ибрагим Цалагов, Станислав Макеев, Георгий Тигиев, Алан Чучиев, Аслан Дудиев, Алан Гатагов, Сослан Гатагов, Азамат Засеев, Алан Касаев, Марат Бакоев, Руслан Камболов, Владимир Хубулов, Спартак Гогниев. Сюда еще можно при желании добавить двух экс-игроков сборной Финляндии, братьев Еременко, Алексея и Романа, осетин по маме. Таким образом, голы в связке Дзагоев-Еременко, коих было немало в ЦСКА, могли считаться чисто осетинскими. Опять же, при желании. В какой-то степени получилась такая немножечко ода осетинскому народу. Такой сладкий инфомет, но планов и тем более задач таких при работе над этим выпуском не стояло. Просто в лишний раз приходится самому убеждаться, насколько же осетины хороши в этой игре, насколько же они уникальны и неповторимы для российского футбола, насколько ярким его украшением они являются. Я не знаю, народ из какой республики в составе Российской Федерации внес больший вклад в развитие отечественного футбола и оставил в его истории более яркий след, чем осетины. Татары? А может быть, это еще одна тема для ОФП историй? А тем, кому понравилась эта история, пацаны, по-братски, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий на тему следующего выпуска, о каком народе Российской Федерации или, может быть, просто национальном футболе какой страны вы хотели бы увидеть следующий выпуск в комментариях под этим видео. Всем спасибо, с вами был Владимир Попов, всем пока.